Люберецкая городская прокуратура вручила мусульманской общине Котельников, что в Подмосковье, постановление о возбуждении дела об административных правонарушениях, выписала представление об устранении нарушений федерального законодательства в сфере пожарной безопасности, а также подала иск с требованием о признании деятельности ММРО города Котельники незаконной и необходимости приостановить осуществление религиозной деятельности. Об этом сообщил представитель Национальной ассоциации юристов адвокат Марат Ашимов. Прокуратура города вменила мусульманской общине незаконную миссионерскую деятельность, которая выражалась в том, что она совершала богослужение, кроме арендованной площади, еще и в пристрое в виде крыльца площадью 9 квадратных метров, на котором оставляется уличная обувь прихожан. Кроме того, якобы были обнаружены 2 книги, на которых не было маркировки организации и символика на вывеске, которая не была предусмотрена уставом. Помимо всего вышеперечисленного, сотрудники прокуратуры указали на ряд нарушений противопожарной безопасности со стороны религиозной организации. Представителем руководителя ММРО было подготовлено письменное объяснение с прямыми ссылками на действующее законодательство Российской Федерации, в котором указано, что крыльцо также входит в арендованную площадь. Наличие символики не нарушает требования о вывесках, а в случае нахождения литературы в местах, которые специально предназначены для осуществления религиозной деятельности, маркировать ее не обязательно. Таким образом, требования федерального законодательства не нарушены и оснований для привлечения организации к административной ответственности не имеется. Мусульмане городского округа Котельники обеспокоены тем, что деятельность молельного помещения, в котором они свободно и законно исповедовали свою религию, не занимались незаконной миссионерской деятельностью, может быть приостановлена по формальным основаниям. В Национальной ассоциации юристов считают, что в случае распространения подобной практики под угрозу могут быть поставлены десятки и сотни молельных комнат по всей стране, а мусульмане будут лишены права свободно исповедовать свою религию, закрепленного в Конституции Российской Федерации. Остается надеяться на мудрость судебных инстанций, которые подойдут к вынесению решения по данному спору объективно и беспристрастно. Напомним, что после обращения местных жителей к президенту России Владимиру Путину 18 мая сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в молельную комнату, расположенную в нежилом помещении многоквартирного дома в микрорайоне Южный. После осмотра представители Следственного комитета допросили сотрудников молельной комнаты, помещение опечатали и возбудили уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ о халатности. Антимечетские акции в российских регионах приобрели особый размах в последние годы. Несмотря на запрет проведения массовых мероприятий без разрешения соответствующих органов, митинги и шествия против строительства мечетей и с призывами закрыть молельные помещения мусульман никак не преследуются правоохранительными органами. Эти акции приобретают шовинистский характер. Такое отношение к мусульманам, которые проявляют лояльность к действующей власти и являются законопослушными гражданами, может очень негативно сказаться не только на взаимоотношениях между мусульманской общиной и государством, но и в целом на будущем страны. Ума-класс – это онлайн-школа для детей любого возраста. Вся школьная программа, официальное зачисление в любое время года, удобная IT-платформа, получение базовых шариатских знаний, углубленное изучение арабского и английского языков. Получите бесплатную консультацию на сайте umaclass.ru. Ссылка в описании.